Здравствуйте, друзья! Мы сегодня читаем из 7 главы Евангелия от Луки. Вот евангелист пишет следующий текст. Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И он отдал его, Иисус отдал его матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Вот этот рассказ о воскрешении единственного сына вдовы из города Наина мы находим только у евангелиста Луки. У других евангелистов отсутствует такой рассказ. И он, в общем-то, очень близок по содержанию к другим рассказам, но из Ветхого Завета. Например, вот в двух книгах царств нам рассказывается о том, как пророк Илья воскрешал также единственного сына вдовы. А чуть дальше в другой книге, также царства, рассказывается о том, как другой пророк Елисей после Ильи также воскрешал мальчика бедной женщины. Мальчика, в смысле сына бедной женщины. Лука говорит о том, что с Иисусом шло множество учеников и очень много народу. И вот эта довольно большая группа из людей приближается к стенам города, а оттуда другая группа, другая процессия из людей, они выносят умершего мальчика. И вот очень интересно, явно противопоставляются эти две группы людей. Это как будто две процессии или два кортежа. Один кортеж сопровождает Иисуса, а другой вот этого умершего мальчика и, конечно, его маму, и, наверное, какие-то родственники и так далее. Поэтому здесь Лука хочет нам показать, идет вот кортеж смерти и кортеж надежды, жизни от Христа. Вот здесь сталкивается именно у стен города. А дальше говорится о том, что умерший – это единственный сын вдовы. И тут надо понять, что в патриархальном обществе, в общем, вдовы это была самая незащищенная категория людей, будем так говорить. Потому что, конечно, кормилец семьи – это всегда муж, а когда умирает глава семейства, его вдова, его дети, сироты, они остаются без пропитания. И очень это трудно. Мы видим, что вот забота о вдовах вот в первой христианской общине, это, например, было очень серьезное служение, потому что именно вдовы и сироты были наименее защищенные люди. И вот Иисус видит и понимает, что здесь крайне трудная ситуация. Смерть этого юноши – это настоящая трагедия для матери. Ведь если бы речь шла о маленьком мальчике, это было бы, может быть, и по-другому. А это юноша. То есть вот-вот этот молодой человек и будет кормильцем семьи своей матери, во всяком случае. Поэтому он как бы олицетворяет надежду. И вот надежда умерла. Это ситуация, когда нет никакой надежды. Именно потому Господь подходит и воскрешает мальчика. Апостол Лука говорит, что Иисус подошел, сжалился над этой вдовой и сказал ей: «Не плачь». Вот интересно, что здесь это одно из немногих мест в Евангелии, где Иисус совершает чудо, и никто
об этом его не просим. Вот эта вдова, наверное, даже не знала, кто такой Иисус. Просто сам Иисус подошел, жалился над ней. Вот так же Иисус всегда приходит, когда мы потеряли надежду. Он понимает, что там ситуация этой вдовы совершенно безнадежная, и потому сам подходит и сам вмешивается в эту историю. Еще такой момент интересный, что он прикоснулся к тем, кто носил тело этого умершего юноши. И это тоже надо понять, что тем самым он нарушает некий запрет, потому что строго запрещало трогать трупы. Сначала, видимо, по каким-то чисто гигиеническим причинам, но вообще-то это уже была религиозная традиция и запрет именно религиозный. А Иисус именно нарушает этот запрет. Там надо иметь в виду, что, скорее всего, вот кто-то носил какую-то деревяшку, на которой лежал труп этого мальчика, просто покрыто покрывалом. И он прикоснулся, как написано в Евангелии, нарушает эту традицию. Почему он это делает? Потому что гораздо важнее, чем соблюдение традиций для него, это милосердие, именно солидарность с этой женщиной. Почему? Именно потому, что она потеряла надежду. Вот когда нет надежды, Господь всегда готов прийти нам навстречу сам. Итак, друзья, мы видим в этом евангельском рассказе сначала то, что вот Иисус идет со своими учениками, с толпой народа, и, наверное, не думает о том, что увидит вот эту вдову, что будет вот этот умерший юноша, и что он воскреснет его. Может быть, он об этом не думал, может быть, и знал, мы этого не знаем. Но он идет не без цели. Дело в том, что он идет, и любая человеческая нужда для Христа – это как магнит, притягивает его. И вот в данном случае трагедия этой женщины, этой вдовы, которая потеряла единственного сына и потеряла, как мы видели, надежду на будущее. Вот это самое важное. Он хочет оказать ей солидарность. И важнее всего именно эта солидарность. Вот Бог нам всегда солидарен, но особенно, когда нам трудно. Вот Христос совершил это чудо, нарушая, как мы видели, традицию. Это именно потому, что приоритетно для Него это именно эта солидарность. Это самое важное для Него. Только когда видишь вот такую любовь и солидарность, понимаешь, кто такой Бог на самом деле. Что это Он не где-то за облаками, не интересуется нами не занимается, не заботится о нас, а ровно наоборот. Что это человеколюбивый Бог. Что первая Его забота – это как раз мы. Когда вот это видишь и чувствуешь, перестанешь бояться. Бояться смерти. Бояться даже Бога. Некоторые люди боятся Бога. Ровно наоборот, понимаешь, что без Него страшно, а с Ним совсем не страшно. Тем более это происходит, когда уже умерла надежда, как вот в случае с этой вдовой. А Бог нам возвращает надежду. Вот жить с надеждой – это совсем другая жизнь. Вот к этому нас и призывает сегодняшний Евангелие.